Здравствуйте! Все из нас знают, что большинство дорогих вин закупоривается винной пробкой, но не все знают о ее происхождении. В нашем видео мы расскажем о том, как производят винные пробки. Производство около половины винных пробок в мире приходится на Португалию. Известно, что Португалия производит около 40 миллионов винных пробок в день. В большинстве случаев материалом для них служат пробковые дубы, растущие в португальском регионе Алентежу. Для сбора коры дерева требуется многолетний опыт и твердые руки. Перед вами самый большой в мире пробковый лес. Пробковые дубы могут поддерживать различные экосистемы, и по этой причине они являются охраняемым видом, а процесс их сбора строго регулируется законодательством Португалии. Они настолько ценны, что находятся под защитой португальского законодательства с 1209 года. Это единственное в мире дерево, кора которого способна полностью регенерироваться. Этот вид деревьев занимает примерно 8% общей площади Португалии. Лучше всего он растет в центральной и южной частях страны, где находятся самые большие насаждения, дающие наибольший процент высококачественной пробки. При сборе урожая средний экземпляр пробкового дуба дает около 45 кг пробки. Леса пробкового дуба являются одной из самых важных экосистем в мире для сохранения биоразнообразия, подобно Амазонке и африканской саванне. Это естественная среда обитания для 135 растений и более 200 животных. Леса пробкового дуба Средиземноморья выступают в качестве барьера, препятствующего процессу опустынивания, идущего из Северной Африки. Кроме того, заготовленная кора пробкового дуба хранит в 5 раз больше углерода, чем неубранное дерево, поскольку дерево использует дополнительный углерод при регенерации своей коры. Ежегодно леса пробкового дуба поглощают 10 миллионов тонн углекислого газа. Каждый год с середины мая до середины августа хорошо обученные сезонные сборщики собирают урожай пробкового дуба в Португалии, используя методы сбора, доставшиеся им от предков. Для сборщиков существуют строгие правила, которым нужно следовать. В течение первых 15 лет жизни трогать дерево нельзя. Кору можно собирать только один раз в 9 лет. В этом промежутке времени кора успевает отрасти. Первая извлеченная пробка имеет обозначение «девственная пробка». На португальском языке она называется «desboia». Через 9 лет можно сделать новую экстракцию пробки, и этот тип пробки на португальском называется «secundaria». Еще через 9 лет получается пробка с названием «amadía», которую уже можно использовать в винных пробках, так как после каждой экстракции текстура пробки становится более гладкой. Чтобы узнать, сколько лет осталось до следующего процесса шелушения, на дереве ставится отметка белой краской. Это исключает сбор коры в неустановленное время. Таким образом, поскольку первые два урожая нового дерева не дают наиболее качественную пробку, сборщикам приходится ждать 33 года, чтобы получить наилучший материал. Самой качественной считается кора, снятая со 150-летнего дерева. Дуб, которому больше 200 лет, начинает болеть и качественной коры уже не дает. Его выкорчевывают и на освободившемся месте сажают новое дерево. В сезон сборщики приезжают из разных мест в этот регион Португалии, вооруженные острыми, как бритва, топорами, проводя свои дни, тщательно убирая урожай пробкового дерева. Эту работу выполняют высококвалифицированные рабочие. Сбор коры производится полностью вручную и требует кропотливого труда. Поскольку удаление пробки требует очень высокого уровня знаний, это одна из самых высокооплачиваемых сельскохозяйственных профессий в мире. Сбор урожая – деликатный процесс. Собирать можно только внешний слой. Слишком сильный удар может повредить дерево. Поврежденные деревья обычно начинают намокать, внутрь проникают паразиты, с годами деревья падают и умирают. Чтобы этого не произошло, рабочие оставляют внутренний слой нетронутым. Таким образом, клетки дерева могут снова продолжать расти без какого-либо отрицательного воздействия на их жизнь. Поскольку деревья восстанавливаются, получение из них пробки никогда не закончится, пока оно растет. Самому старому пробковому дереву в истории более 200 лет. За всю его жизнь кора с него собиралась 20 раз. Дерево находится рядом с португальским городом Агуас-де-Моура. Монументальный пробковый дуб, также известный как дерево Уистлера, представляет собой дерево возрастом 236 лет, высотой 16 метров и со стволом, для обхвата которого требуется не менее 5 человек.
Особенно урожайным был 1991 год, когда с дерева собрали более 1200 кг пробки. Это больше, чем среднее пробковое дерево могло бы произвести за всю свою жизнь. Этого хватило примерно на 100 тысяч пробок. Их достаточно, чтобы обеспечить годовой объем производства сладких вин в винодельческом хозяйстве Шато Дикем. Дуб считается национальным памятником с 1988 года, а в книге рекордов Гиннесса он зарегистрирован как самый большой и самый старый пробковый дуб в мире. Специалисты делают надрезы в коре с помощью топора с использованием специфической техники, которая не повреждает ствол. Рабочие ходят от дерева к дереву, тщательно прочерчивая вертикальные и горизонтальные линии вокруг ствола дерева, а затем снимают с него кору. Два опытных работника могут ободрать дерево за 10 минут и собрать больше 1 тонны коры за рабочий день. Пробка является отличным изоляционным материалом и дает дубам шанс выжить при лесных пожарах, которые иногда случаются здесь жарким средиземноморским летом. Португалия является центром мирового производства пробки. В стране произрастает около 650 тысяч гектаров пробковых лесов. Это составляет более 30% пробковых деревьев во всем мире. Португалия производит 50% от мирового производства пробки. И хотя деревья растут по всей стране, большинство их сосредоточено в регионе Алентежу. Кору собирают и оставляют возле деревьев. На следующий день ее загружают на тележки или в грузовики, а затем перегружают в более крупные грузовики, чтобы доставить их на перерабатывающий завод. У большинства компаний, производящих пробку, есть перерабатывающий завод на юге, рядом с лесами, где они подготавливают пробковую кору, укладывают ее на поддоны, а затем отправляют на пробковые фабрики на севере, недалеко от города Порту. Здесь работники перебирают стопки и сортируют их по классам. Один холмик подходит для пробивания пробок, другой – это более тонкая кора. Она будет использоваться для изготовления гранул. А последняя куча отбраковывается и в конечном итоге используется для других целей. Таким образом, первый сорт отправляют на фабрику, где делают пробки для марочных вин и коньяков, а та, что похуже, попадает на завод по производству строительных утеплителей и шумопоглотителей. Затем пробковая кора укладывается в стопки, прессуется с помощью бетонных плит и выдерживается на открытом воздухе не менее 6 месяцев. Перед обработкой готовую кору погружают в ванну с температурой 97 градусов по Цельсию и кипятят не менее 1 часа. Это нужно для того, чтобы стерилизовать кору и сделать ее мягче. В прошлом это был проблематичный этап. Воду меняли редко, поэтому, если говорить фигурально, все члены семьи принимали одну и ту же ванну. Теперь же вода постоянно фильтруется, а также пополняется, около 40% свежей в течение дня. Так что это больше похоже на душ, чем на общую ванну. При этом удаляются все летучие вещества. Проваренная таким образом кора становится более плоской и легкой. Работать с ней гораздо легче. Проваренная кора разрезается на пригодные для обработки куски. Любой кусок с дефектом отбраковывается и идет на измельчение для других целей. Сюда же включаются остатки пробки после обработки. Низкокачественная кора измельчается на более мелкие кусочки, которые можно спрессовать и получить брикеты винных пробок. Отбракованные пробки покрывают пробковой пылью. Их используют для вин средней ценовой категории, а самые простые и массовые пробки, в том числе и для шампанских, делают из пробковой крошки, кусочки которой склеивают специальным клеем. Такие клееные пробки находятся также в бутылках вина средней и низшей ценовой категории, рассчитанные на быструю продажу и недолгое хранение. Вся добытая кора полностью перерабатывается, ничего не теряется и не выбрасывается. Кора в принципе не содержит отходов.
Кора даже самого низкого качества может быть превращена в муку, которая используется в различных отраслях, например, в косметике. Это является одной из причин, почему пробка считается наиболее устойчивой и экологически чистой продукцией. В цех, из которого пробка выходит уже в упакованном виде, нельзя войти без наушников и респиратора. Здесь очень шумно и пыльно. Из-под пресса пробковые листы выходят очень горячими. После того, как они остынут, их отправляют на дальнейшую обработку, разрезают на стандартные пластины. Здесь вы видите, как машина выбивает пробки из коры. Именно их мы вынимаем из винных бутылок. Эти пробки экспортируются в 100 различных стран. Процессом штамповки пробок занимаются квалифицированные рабочие. Для этой работы требуется много внимания. Рабочие вручную выбивают пробки из полосы или используют специальные машины для штамповки. Обычно пробки высшего качества пробиваются вручную из коры высокого качества. Это происходит из-за того, что пластины коры пробкового дуба имеют разные размеры и толщину, поэтому такие операции не доверяют автоматам. Раньше рабочий, занятый непосредственно вырезанием пробок, в день нажимал ногой на педаль станка около 10 тысяч раз. Теперь на современных заводах электроника полностью контролирует весь процесс. Когда пробки визуально отсортированы, следует пескоструйная обработка. Она используется для доведения пробок до уровня нужного качества. Готовые пробки проходят строгий процесс контроля, в ходе которого рабочие дважды проверяют продукцию на наличие любых дефектов, после чего их можно запечатывать в коробке. Только натуральная пробка позволяет вину дышать и, контактируя с вином определенным образом, дополняет букет. Бутылки, укупоренные натуральной пробкой, могут храниться десятилетиями и даже столетиями при специальных условиях. За столь долгое сотрудничество с пробковым дубом виноделы изучили все свойства пробки, и большинство именитых винных критиков считают, что натуральные пробки не только сохраняют, но и улучшают аромат вина. Однако есть небольшой процент брака – естественная плата за натуральность. Сбором коры люди занимаются в течение тысячелетия. Так египтяне использовали пробки в гробницах, а римляне использовали пробку для изготовления обуви и поплавков для рыбных сетей. В те времена, когда вино или пиво было безопаснее пить, чем большую часть воды, это было жизненной необходимостью. Сегодня Португалия ежегодно собирает 100 тысяч тонн пробки. Высокая экологическая устойчивость – это то, что всегда спасало португальскую винную пробку. В начале 2000-х годов виноделы все чаще стали использовать синтетические пробки и завинчивающиеся крышки для бутылок, и стоимость натуральной пробки резко упала. Но по мере того, как в 2010-х годах потребители стали больше заботиться об окружающей среде, возникло движение против одноразового пластика, которое стало распространяться по всему миру. Это стало реальным шансом для возрождения натуральной пробки. В результате за десятилетие экспорт пробки вырос на 52,3%. В 2018 году прибыль Португалии перевалила за рекордный $1 миллиард. И эта тенденция сохраняется. В 2019 году прибыль составила $1,1 миллиарда. Даже несмотря на пандемию COVID-19, собранный урожай в 2020 году не снизился. Сегодня в стране построено 500 заводов, на которых работает около 20 тысяч рабочих, оснащенных новейшим оборудованием и использующих последние технологические достижения, что позволяет отрасли удовлетворить спрос на любой продукт. Успех отрасли в последние десятилетия позволил Португалии внедрить продукцию из пробки в другие отрасли, от строительства до автомобилестроения, а также использовать в аэрокосмической отрасли, спорте, моде и одежде. Но даже несмотря на то, что спрос на пробку продолжает расти, сборщики планируют и дальше работать в прежнем режиме, так же, как и всегда, с помощью обычного топора. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!